Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марсенкевич, всем добрый день. Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК и ОПЕК+. Есть мнение, что как только закончится конфликт на Ближнем Востоке, они начнут демпинговать нефть до $40. ОПЕК+, развалится, квот не будет. И вот вопрос, как наши нефтяники готовы воевать за долю рынка без ОПЕК+, в момент, когда украинские дроны систематически выносят в том числе и нашу инфраструктуру? Максим, предлагаю, во-первых, не торопиться. Запись в этой передаче идет 29 апреля до выхода Объединенных Арабских Эмиратов из блока ОПЕК+, из объединения ОПЕК еще целых 2 дня. Они выходят 1 мая, так что ничего нигде не горит. На самом деле, то, что горело, уже сгорело. Поэтому то, что у нас вот такие заявления идут, торопиться, делать какие-то глобальные выводы никакого смысла нет. Что будет делать Объединенные Арабские Эмираты и что они не будут делать, решает город Тегеран, КСИР. От них зависят условия прохождения Ормузского пролива, поэтому сейчас все это сугубо теоретически. Что будут делать Объединенные Арабские Эмираты, когда они будут делать? Будут они демпинговать. Мы уже от одного политического деятеля про нефть по $40 слышали. Россия в очередной раз мученически погибала от этой цены. Все это мы уже слышали, все это мы уже проходили. Теперь давайте серьезно. Объединенные Арабские Эмираты третий по объему добычи член ОПЕК. Из ОПЕК плюс она выйдет просто, получается, автоматически. Что будет делать дальше? До той поры, пока Ормуз перекрыт, ничего не будем делать. Ситуация не изменится. Напомню, что в Объединенных Арабских Эмиратах добыча до начала атаки, ничем не спровоцированная коалиция Эпштейна против Исламской Республики Иран, объем добычи составлял порядка 3,5 миллионов баррелей в сутки. Уцелело сейчас из этого порядка 1,5 миллионов, благодаря тому, что имеется нефтепровод, идущий в обход Ормузского пролива, заканчивается в нефтеналивном порте Фуджейра. Мощность нефтепровода 1,7 миллиона баррелей в сутки, мощность Фуджейра в те дни, когда она работает, 1,5 миллиона баррелей в сутки, 200 тысяч – это внутреннее потребление в Объединенных Арабских Эмиратах. Что происходило в Фуджейре, кроме радости всех страховых компаний, которые там имели место быть, там было не скучно, там страховая премия в течение суток могла измениться в 10 раз. У нас все в порядке, мы отгружаем нефть, ой, у нас горит порт. Страховая премия выросла. Мы потушили порт, все прекрасно, ой, кто-то взорвал трубу. И так далее. То есть сказать, что стабильно идет отгрузка, сейчас, когда боевые действия приостановлены, будут ли переговоры, или, я так понимаю, что у нас звонки мистера Трампа в Тегеран по поводу даты переговоров, он услышал сакраментальное «давай после майских». Пока пауза. Ни войны, ни мира. Ормузский пролив перекрыт дважды. Заявлено, что перекрыт еще и Соединенными Штатами с тем, чтобы ни одно торговое судно не могло добраться до портов Ирана. Так что с этой стороны ситуация не меняется. До той поры, пока конфликт вокруг Ормузского пролива не будет тем или иным способом разрешен, любые заявления могут иметь место быть, ничего не изменит. Что касается ситуации вокруг ОПЕК, это не первое государство, которое из ОПЕК выходит. Есть даже государства, которые выходили и входили обратно. Так что сказать, что произошло нечто из ряда вон, какое-то невероятное событие, может быть, мы слишком напряжены и слишком внимательно смотрим за Ормузом. Там ситуация, в принципе, встала на паузу. Можно посмотреть на котировки июньских фьючерсов. $110 за баррель они уже взяли, и где-то вот там и находятся. А это значит, что спотовые цены, то есть ваши деньги против моей нефти, это где-то уровень 130-140 долларов за баррель. Какими могли быть причины? Во-первых, были достаточно серьезные политические трения между страной-лидером ОПЕК Саудовской Аравии и Объединенными Арабскими Эмиратами. Что-то они там по Йемену друг с другом отношения выясняли, что-то еще, но это, пожалуйста, господам политологам, они вам подробнее объяснят. И внутри блока ОПЕК плюс было два течения, так скажем.
два направления. Саудовская Аравия вполне традиционно считала, что ОПЕК и ОПЕК плюс должны быть регулятором рынка. Это не значит, что они боролись за высокие цены на нефть, они боролись за приемлемые цены на нефть. Цены не должны отпугнуть покупателей так, чтобы началось схлопывание рынка по причине падения спроса. Но денег должно быть достаточно для того, чтобы можно было заниматься так называемым апстримом. Ап– это вверх. То есть геологоразведка, разработка новых месторождений, все это требует денег, а их где-то нужно брать. Если цена на нефть становится слишком низкой, то вот это направление, геологоразведка, разработка новых месторождений, страдает от недофинансирования. Эту цель Бин Салман неоднократно называл. Я думаю, что он совершенно искренне, но цена должна быть предсказуемой. Она не должна быть слишком высокой, слишком низкой. Она должна быть в том диапазоне, который устраивает и добывающие страны, и добывающие компании, и потребители. Объединенные Арабские Эмираты, насколько можно судить по прессе, намеревались увеличивать объемы добычи, и были получены инвестиции со стороны частных компаний. Теоретическая возможность с 3,5 миллионов баррелей выйти на 5 миллионов баррелей в течение 2 лет у них есть. Инвестиции сделаны. Давление со стороны Объединенных Арабских Эмиратов нет смысла ждать. Идет зеленый переход, может наступить момент, когда спрос начнет схлопываться, мы не успеем заработать все деньги. Давайте отменим квоты, давайте будем добывать кто сколько может. Видимо, не найдя точки соприкосновения с Саудовской Аравией, вот такой демарш. Что характерно, вот эти инвестиции в добывающий сектор Объединенных Арабских Эмиратов были сделаны в долларах. Если кто-то за событиями вокруг Ормуза следил, может быть, заметили, что около недели назад Объединенные Арабские Эмираты сообщили Соединенным Штатам, что ситуация складывается так, что они могут перейти на торговлю в юанях. Официального ответа не последовало, но через неделю последовал выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК. Я не думаю, что это ни с кем не согласовано, что здесь исключительно национальный интерес Объединенных Арабских Эмиратов. Не было критики со стороны мистера Трампа, он обычно достаточно остро реагирует на любые попытки выйти из долларовой финансовой системы. Здесь тишина. Мне кажется, что это действие согласовано вот с этими партнерами, тем более, что отношения Объединенных Арабских Эмиратов с Ираном всегда были крайне сложными. Когда возникло вот это перемирие, в прессе Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе в государственных СМИ, раздавались поздравления с победой. Кто кого победил, правда, было непонятно, но тем не менее. То есть не исключено, что вот такой партнер, как Соединенные Штаты, какое-то предложение сделал. Каким может быть предложение? Ну, здесь тоже гадалки ходить особо, по-моему, не требуется. Да, Соединенные Штаты крупнейшая добывающая страна на планете, 13,5 миллионов баррелей, там плюс-минус 100 тысяч. Но это нефть марок ВТИ, это нефть марки Бакин, это легкие и малосернистые нефти. Вот по ним и переизбыток, излишки, которые не идут на собственные нефтеперерабатывающие заводы, Соединенные Штаты экспортируют. При этом им приходится импортировать средние по плотности и по содержанию серы марки нефти. Если Объединенные Арабские Эмираты способны предоставить вот такой бленд, то здесь вот этот дуумвират виден достаточно отчетливо. Я думаю, что не стоит продолжать гадать на кофейной гуще. Слова о том, что Объединенные Арабские Эмираты будут манипулировать рынком, демпинговать. Еще раз, в начале года добывалось 3,5 миллиона баррелей. Если все инвестиционные планы будут реализованы, через 2-3 года будет добываться 5 миллионов баррелей. За счет дополнительных 1,5 миллионов баррелей манипулировать мировым рынком, ну, цирк не самое мое любимое искусство, вот такая эквилибристика я не видел. На нефтяном рынке 1,5 миллионами баррелей регулировать объем, который по прошлому году составил 105 миллионов баррелей, на мой взгляд, будет сложно. Так что причин для опасения такого, что со дня на день произойдет нечто катастрофическое, для того, чтобы поставлять российскую нефть на экспорт, надо будет за нее доплачивать, этого мы вряд ли дождемся. Посмотрим, какой будет и будет ли реакция со стороны Министерства энергетики России, может быть, того же Александра Новака,
который отвечает в том числе и за реализацию соглашения ОПЕК+. Может быть, мы что-то услышим от Королевства Саудовская Аравия, но пока комментариев не было. Комментарии экспертов, комментарии комментаторов, да, слышали. Мне кажется, что надо немножечко вспомнить про наши любимые анекдоты про горячих эстонских парней и вести себя как горячие эстонские парни. Давайте послушаем, что скажут по поводу происходящего те, кто непосредственно работает с нефтью на мировом рынке. Борис Леонидович, а как Российская Федерация себя чувствует в части экспорта? Нету ли каких-то поползновений наплевать также на все квоты и вот воспользоваться моментом цен на нефть? Ну, я напомню, что соглашение ОПЕК плюс действует с 2016 года, ну, фактически с 2017, в самом конце 2016 оно было подписано. Все вместе, то есть ОПЕК и 11 стран во главе с Россией, во главе не потому, что мы там кого-то принуждали, а просто по объему добычи. ОПЕК контролировал добычу порядка 40-45 миллионов баррелей в сутки. Такой долей действительно можно удерживать цены в удобном коридоре. Что бывает, когда происходят какие-то глобальные нарушения, мы наблюдали весной 2020 года, когда Россия заявила, что не будет снижать, в ответ Саудовская Аравия заявила, что вообще нарастит добычу до невероятных объемов, закончилось это тем, что в отдельных секторах на биржах в Соединенных Штатах за нефть реально доплачивали. Ее было настолько много, что емкости для хранения просто закончились. И именно вот такой результат, мы нарушили взятые на себя обязательства, все вместе по самым разным причинам, мы ушли просто в минус, и привело к тому, что соглашение ОПЕК плюс действует до сих пор. Последнее решение наблюдательного комитета, мониторингового комитета, как сейчас говорят, в конце прошлого года, квоты на снижение объемов добычи распределены, никто не возмущался, Россия тоже никаких гневных слов по этому поводу не говорила. Можем ли мы нарастить объемы добычи? Да, в том случае, если мы неожиданно решим, что главная цель развития России – это не 4% инфляции и не охлаждение экономики, а нечто иное. На день сегодняшний при действующей ставке многоуважаемого Центробанка России, при той налоговой системе, которая у нас выстроена, наращивать объемы добычи физически крайне сложно. Удерживаться на одном уровне – да. У нас многие политики, многие эксперты в отрасли говорят о том, что необходимо задействовать малые месторождения. Для этого нам нужны малые компании нефтяные, которые готовы работать с небольшими объемами добычи, которые не имеют собственных нефтеперерабатывающих заводов, но готовы поставлять нефть компаниям, которые переработкой занимаются. У нас таких компаний менее сотни. Если сравнивать с Соединенными Штатами, с их так называемой сланцевой революцией, там счет идет на десятки тысяч. Налоговый режим вот такой делает нерентабельным работу с малыми месторождениями обводненными на поздних стадиях выработки и так далее, и так далее. Та задача, которую ставит Министерство энергетики, нашей энергетической стратегии на период до 2050 года, соблюдать квоты по соглашению ОПЕК+, удерживать уровень добычи так, чтобы он не падал по сравнению с нынешними нашими показателями. Вот как-то так. Если добавить сверху все то, что у нас слетает, я в очередной раз должен напомнить, что производственные возможности наших нефтеперерабатывающих заводов избыточны. То есть наш внутренний рынок действительно надежно защищен от физической нехватки нефтепродуктов. Что бы ни происходило, запас всегда есть. Что касается поставок нефти на внешние рынки, ну, мне по-прежнему, я консервативен, я считаю, что чем меньше будет доля сырой нефти, чем больше будет доля нефтепродуктов, продукции глубокой химической переработки, тем лучше. И очень внимательно прислушиваюсь к тому, что возобновляется дискуссия о необходимости строительства крупного нефтеперерабатывающего завода на Дальнем Востоке. Будем надеяться, что когда-нибудь это состоится, но я так понимаю, что это произойдет только в том случае, если священная для всего населения России цифра 4% инфляции будет достигнута. В противном случае мы будем охлаждаться и дальше.
Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на наш канал в Макс, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также могли вещать на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.